Всем привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы со мной. Друзья, я сегодня вам хочу показать 3 очень вкусных рецепта торта без выпечки из обыкновенных коржей. Приступим! Тортик с вареной сгущенкой. Получается таким красивым, с солеными орешками. Для первого торта необходимо подготовить крем. Нам необходимо 2 столовые ложки сметаны, затем 150 граммов сливочного масла и 1 банка вареной сгущенки. 100 лет уже не ела вареную сгущенку. Так, и теперь необходимо все тщательно перемешать. Ну что, все, наш крем готов. Приступаем к сборке, друзья. Нам необходимо теперь наш крем немного сюда нанести. Затем мы берем первый корж, прижимаем его. Затем промазываем. Друзья, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Друзья, я хочу в эту начинку добавить немного соленого арахиса. Именно соленого. Он придаст такую изюминку и особенность нашему тортику. И посыпаем. Не обязательно все слои, где-нибудь в серединке можно пару слоев или только один. Далее сверху снова накрываем нашим коржом, слегка придавливаем. И наносим крем. Все очень просто, быстро и вкусно. Самое главное. Друзья, а еще другие рецепты вы можете посмотреть у меня на канале. Сверху украшаем небольшим количеством орех. Оставим в холодильник наш тортик примерно на час. И можно подавать к столу. Следующий тортик называется лимонный. Вот такой красивый он получается, очень ярким, красивым цветом. Друзья, для следующего рецепта нам необходимо 2 лимона. Сначала снимем с них цедру. Вот таких 2 лимончика у нас очищенных получается. Теперь необходимо отжать с них сок. Должно получиться примерно 100 мл лимонного сока. 100 грамм лимонного сока, затем 160 граммов сахара, вы можете взять белый, у меня тростниковый, затем 4 желтка, – 60 граммов сливочного масла, ребят, на медленном огне. Добавляем 2 столовые ложки крахмала, мешаем, чтобы не было комочков, и также добавляем сюда нашу цедру. Друзья, вообще в оригинале наш крем должен быть желтым, но из-за того, что мы положили тростниковый сахар, он более такой коричневатый. Друзья, вот такой густоты должен получиться наш крем. Сейчас мы его перельем в другую емкость и накроем пленкой в контакт. Дадим остыть. Пленку, накрываем ее в контакт и даем остыть. Крем наш остыл. Снимаем пленку и начинаем собирать. Опять берем немного крема, наносим его на тарелку, берем первый корж, немного прижимаем и начинаем смазывать наши коржи. Начинка получается такая немного с кислинкой и в то же время сладенькая, очень необычная.
А украшать будем мармеладками. Для украшения я использую мармеладные дольки, апельсиновые и лимонные. Посыпаем мармеладиком сверху и отправим в холодильник, чтобы он пропитался, постоял и стал еще вкуснее. И третий тортик называется «Ленивый Наполеон». Он получается очень сочным, мягким. Друзья, готовим третью начинку. Берем 180 грамм сахара, 2 столовые ложки муки, 1 чайную ложку крахмала. Сухие ингредиенты перемешиваем. Затем добавляем 2 яйца и примерно 100 миллилитров молока. Смешиваем все, чтобы не было комочков. Затем примерно 500 миллилитров молока я нагрела почти до закипания. И сейчас буду порциями вводить его в нашу смесь, одновременно помешивая. Теперь ставим его на плиту и постоянно помешивая до загустения. Друзья, наш крем готов. Также накрываем его пленкой в контакт. Накрываем и даем остыть. Берем 180 грамм сливочного масла, нарежем его на кусочки, чтобы было легче его взбить. Взбиваем масло и теперь добавляем по столовой ложке наш крем и продолжаем взбивать. Друзья, этот тортик будет похож на Наполеон. Начнем собирать. Все по тому же принципу. Немного, кстати, я здесь постелила пергаментную бумагу, для того, чтобы, когда мы будем его собирать, чтобы крошки падали именно на нее. Доска, смазываем немного кремом и начинаем собирать. Наносим крем. Друзья, я напомню, что крем получается такого немного сероватого цвета. Почему? Потому что использую коричневый сахар. Если вы будете использовать белый сахар, соответственно, крем будет более белым. Распределяем. Крема не жалеем. У нас, в принципе, получается его достаточно много. Следующий слой. Теперь нам необходимо сделать крошку из одного коржа. Нужно мелко его накрошить. Вот таким способом посыпаем наш тортик. Также засыпаем наши края. Убираем бумагу и убираем в холодильник, чтобы он пропитался. Вот такие 3 тортика мы сегодня приготовим. Простые в приготовлении и очень вкусные.